Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня хочу предложить вам связать вот такой плотный рельефный узор. Посмотрите, какой он интересный. Узор несложный, но смотрится очень эффектно. Подойдет для любых вязаных изделий, как плечевых, так и шапки, шарфы, палантины, снуды, так и интерьерные различные вещи, подушки, пледы, пуфики. В общем, очень мне этот узор понравился. Нашла я его в интернете. Схема была непонятная, очень плохого качества. Я сделала схему свою. И сразу мы начнем вязать. Единственное, что я хочу сказать насчет схемы, она составлена для кругового вязания. Это значит, что мы будем вязать по кругу, читая эту схему, все ряды как лицевые, и вязать как лицевые ряды. А при поворотном вязании в изнаночных рядах мы будем читать условные обозначения в схеме наоборот. Все в процессе вязания я вам покажу. Раппорт узора составляет 17 петель и 18 рядов. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем нужное количество раппортов по 17 петель. Если мы вяжем поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то мы набираем 17 петель плюс 2 петли для симметрии узора и 2 кромочные. Всего 21 петлю. Первый лицевой ряд. Сразу вам скажу, вот посмотрите на схему, пустая клеточка – это изнаночная петля. На лицевой стороне мы будем вязать ее изнаночной петлей, и при поворотном вязании в изнаночных рядах мы будем вязать ее лицевой петлей. Итак, первый ряд вяжем. Сразу после кромочной вяжем 2 изнаночных, 1 лицевую, 10 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Закончили вязать петли раппорта и вяжем 2 изнаночных, это петли для симметрии узора в конце раппорта. В дальнейшем я не буду вам разделять петли раппорта и петли симметрии. Я буду говорить общее количество петель. Второй изнаночный ряд. Что я хочу сказать, что в изнаночных рядах этого узора петли тоже вяжутся по схеме, но это не сложно. 2 лицевые. Не забыли, что петли в изнаночных рядах мы наоборот вяжем. Далее на схеме у нас показана лицевая петля, мы вяжем ее в изнаночном ряду изнаночной петлей. 1 изнаночная, 2 лицевые. Затем нам 2 петли нужно перекрестить в правую сторону. Можно взять дополнительную спицу и оставить 1 петлю на дополнительной спице за работой. Но я просто вот петли меняю местами, когда 2 петли перекрещиваем. Первую петлю оставляем за работой, вяжем лицевую петлю и петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее 9 лицевых, 1 изнаночная, 9 лицевых. После перекрещивания петель мы провязали петли по рисунку. Третий лицевой ряд. 2 изнаночных, 1 лицевая, 8 изнаночных, 2 петли перекрещиваем вправо. Оставляем первую петлю за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Точно так же, как мы в изнаночном ряду перекрещивали. Затем 1 лицевая,
2 изнаночных, 1 лицевая и 2 изнаночных. 4 изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Теперь нам нужно перекрестить вправо 2 пары петель. Одну петлю оставляем за работой, вяжем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Один раз так провязали и второй раз. Петля за работой, вяжем лицевую, петлю за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 7 лицевых, 1 изнаночная и 2 лицевых. Пятый лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 6 изнаночных. И снова 2 пары петель перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, провязываем 1 лицевую, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Один раз так провязали и второй раз. Петля за работой, вяжем лицевую, петлю за работой, вяжем изнаночной. Далее 1 лицевая петля. И 2 изнаночных, 1 лицевая и 2 изнаночных до конца ряда. 6 изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. И теперь 3 пары петель будем перекрещивать вправо. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Один раз так провязали, вторую пару петель точно так же провязываем. И еще одну пару петель провязываем точно так же. Петлю оставляем за работой, вяжем лицевую, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И далее до конца ряда петли по рисунку. 5 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. Седьмой лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных. И снова 3 пары петель перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой, вяжем лицевую, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 1 пара петель, 2 пара петель точно так же вправо перекрещиваем, и 3 пару петель перекрещиваем точно так же. Затем вяжем 1 лицевую. И 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных до конца ряда. Согласитесь, несложно. 8 изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Теперь будем вправо перекрещивать 4 пары петель. Первая петля за работой, вяжем лицевую, петлю за работой, вяжем изнаночной. Один раз. Точно так же второй раз, вторую пару петель, 3 пара петель и 4 пара петель. Петля за работой, 1 лицевая, петля за работой, вяжется изнаночной. Далее у нас будет 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. Девятый лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. И 4 пары петель перекрещиваем в правую сторону. Петля за работой, лицевая,
петлю за работой вяжем изнаночной. Один раз так провязали, второй раз, третий раз, третью пару петель так провязываем, и четвертую пару петель провязываем точно так же, перекрещиваем в правую сторону. Затем 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая и 2 изнаночных. 10 изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 10 лицевых. Вот, 10 лицевых провязали. Далее будет 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Вот посмотрите, провязали мы 10 петель, первая половина раппорта, где у нас петли перекрещивались в правую сторону. Теперь во второй половине раппорта мы будем перекрещивать вот эти петли в левую сторону. 11 лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Оставляем первую петлю перед работой. Можно взять дополнительную спицу. Первая петля перед работой. Провязываем вторую петлю изнаночной петлей и петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Так мы будем дальше перекрещивать все петли в левую сторону. 9 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. 12 изнаночный ряд, 2 лицевых, 1 изнаночная, 8 лицевых, и перекрещиваем 2 петли в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Далее провязываем 1 изнаночную, 2 лицевые, 1 изнаночную, 2 лицевые. Тринадцатый лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Теперь 2 пары петель перекрещиваем влево. Оставляем первую петлю перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Одну пару так провязали и вторую петлю перед работой оставляем, провязываем изнаночную, петлю перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 7 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. 14 изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 6 лицевых, перекрещиваем 2 пары петель в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, вяжем 1 изнаночную, петлю перед работой, вяжем лицевой. И еще раз, первая петля перед работой, 1 изнаночная, петля перед работой, вяжется лицевой. Далее у нас будет 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. 15 лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая,
2 изнаночных. Теперь 3 пары петель перекрещиваем в левую сторону. Первая петля перед работой, провязываем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой. 1 раз так провязали, вторая пара петель точно так же и третья пара петель точно так же. Затем будет 5 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. 16 изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 3 пары петель перекрещиваем влево. Первая петля перед работой, провязываем изнаночной вторую петлю, петлю перед работой вяжем лицевой. 1 раз, петля перед работой, изнаночная, петля перед работой вяжется лицевой. Второй раз и третий раз. То же самое. Затем будет 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. 17 лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Перекрещиваем в левую сторону 4 пары петель. Первая петля перед работой, вяжем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой. 1 раз, второй раз, изнаночная, лицевая, третий раз и четвертый раз. Далее будет 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. 18 изнаночный ряд, это последний ряд раппорта. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. 4 пары петель перекрещиваем влево. 1 петля перед работой, вяжем вторую петлю изнаночной, петлю перед работой вяжем лицевой. Вторая пара петель точно так же провязывается. Третья пара петель точно так же в левую сторону перекрещиваем. И четвертая пара петель. Изнаночная, лицевая. Затем вяжем 1 изнаночную петлю, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. Посмотрите, мы привязали с вами 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Смотрите, как симпатично смотрится. Очень мне понравился этот рельефный узор. Очень. Я буду рада, если он вам понравился тоже. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.